Продолжаем плести с вами коробочку нашу красивую. Стойки высохли, уже прошли сутки, может даже больше. В общем, я резинку сняла, они стоят отлично. Что теперь я делаю? Мне нужно ввести в работу 3 рабочие трубочки. Начну плести тройную веревочку. Беру, конечно же, 3 трубочки и отступаю какую-то часть мягкой трубочки, да, мне нужно, чтобы там, где я буду обрезать, она была твердая. И наискосок делаю срезы. Буду их подставлять, вводить в работу методом подклеивания. Конечно же, беру клей и немножечко клея разношу. За стойками, прям в плетении, немножко расширяю пространство и подставляю свои рабочие трубочки. Раз, аккуратненько. 2 и 3. Жду несколько секунд, пока клей схватится. Приступаем к выплетанию первого ряда. Смотрите, тройная веревочка при выплетании вот этих первых витков получается. Немножко я укладываю их пониже сразу. Немножко давления оказываю и завожу за первую свободную. Через 2 за третью. Опять немножко раз. Через 2 за третью. Наращивание рабочих трубочек произвожу за стойками. Подошла к своим первоначальным стойкам, откуда начала плетение. Сейчас покажу, как делать переход. В общем-то, делаем аккуратно переход. Вот они мои 1, 2, 3 стойки, куда я подклеивала рабочие трубочки. И теперь правый рабочий перед 2 провожу, завожу за третью. Завела, немножко прогнула. Виточки укладываю. Так, опять через 2 за третью. Каждый раз берем правую рабочую трубочку. Закрыли первый ряд. Поправляю. Смотрим сразу, чтобы вот здесь у нас все было ровно. При необходимости продавливаем, поправляем все и продолжаем плести. Таким образом еще 2 ряда. Далее будем выплетать рисунок. И для его плетения нам потребуется четное количество рабочих трубочек, так как количество стоек у меня также четное. Можно рабочую трубочку, например, одну спрятать и плести 2. Я же буду подставлять 4-ю. Ну, для этого кончику одной трубочки я срезаю немножко и прокапываю клеем. В общем, делаю методом подстановки, подклейки. Опять ввожу в работу 4-ю рабочую трубочку. За стойкой в плетении подставляю и пока оставляю в таком положении. Так, плетем. Беру крайнюю правую рабочую трубочку, завожу ее, провожу перед одной за следующую, за стойку. Слегка проминаю. Нам сейчас нужно сделать виточек. Слегка проминаю, разворачиваю в другую сторону. Опять здесь слегка промяла и в общем, делаю виток, оборот вокруг этой стойки. Зафиксировала. Не тяните сильно, чтобы стойка шла у вас прямо. И дальше продолжаем. Опять проходим поверх следующей стойки, не натягиваем, заводим за следующую, проминаем, обогнули аккуратно, стоечку придерживаем, если нужно, обогнули. Здесь опять подвернули,
Сделали петельку, поправили ее вместе со стойкой. И нам дальше, в принципе, по идее, нужно делать опять оборот. И здесь очень важно смотреть, хватает ли вам длины трубочки. Потому что вот в этой части уже идет скрутка, и нам может ее просто не хватить. Давайте попробуем. Я ее заранее проминаю. Можно так вот пальчиками. Сразу промяла, завела, обогнула, завела. Смотрю, чтобы у меня здесь не было... Ой, простите. Чтобы у меня здесь не было, да, вот эта рисунка скрутки самой. Все вроде бы хватает. Аккуратно вынимаю. Держу. И мне сейчас нужно сделать аккуратный срез. То есть у меня получается срез будет там с изнанки выглядеть вот так. Я его при необходимости зажимаю, заостряю, сминаю этот срез и наращиваю. Прокапала рабочую трубочку клеем, аккуратно нарастила, слегка прижала в этом месте наращивания и очень аккуратно завожу петельку. Завела и проплетаю дальше. Опять дошла до нужной стойки и сразу делаю, в общем, проминаю сразу эту рабочую трубочку, мягко ее делаю, завожу, огибаю. Ну, для начала, чтобы у вас все хорошо получалось, проплетите несколько раз, сделайте виточки, очень быстро вы поймете, как нужно поступать. Вообще абсолютно ничего сложного. Также данный узор можно плести наоборот, то есть сделать разворот в обратную сторону, и тогда рисунок будет выглядеть по-другому. Но вы увидите, как он выглядит с изнанки, тоже очень прикольно. Так, пока я это оставляю, не трогаю, потому что там у меня трубочки сохнут. Сразу скопом, почему я не плету, немножко отступаю для удобства, наращиваю их с отступом в одну трубочку. Потому что когда они все вместе, очень неудобно их разворачивать. Так, проминаю, завела за стойку, через одну за следующую, делаю разворот, опять подгибаю. Смотрите, вот в этом месте, где сейчас у меня будет заходить рабочая трубочка за стойку, делать петельку, я ее в этом месте прям раз хорошо подгибаю пальчиками, прислоняю. Видите, как получается? Вот. И вот в этом месте потом, если необходимо, я делаю срез именно в этом месте. Так, прижала, завела за стойку и выкладываю. Прижала слегка. Главное не натягивать рабочую трубочку, то есть делать виточек плотненьким, но при этом не затягивать плетение, чтобы у вас стойки были прямо и плетение было не зажатым. Дальше опять дошла, подогнула, промяла, развернула. Разворот, поворот. Раз. Опять выложила. Оставляю. Трубочки уже мне рабочие подсыхают. Давайте дальше покажу. Раз, промяла, завела, обогнула, подогнула, завела, обняла, подтянула. Через одну за следующую. Завела. Так, нужно было сначала промять. Так удобней. И вот сейчас уже проявляется наш рисунок. Все хорошо получается. Если кто-то знает, как он называется, пожалуйста, напишите в комментариях.
рисунок петельки. Я его так называю. Так. Если образуются в каких-то местах небольшие заломчики, можно их слезать гладкой палочкой и так далее. Раз. Промяла. И видите, вот сейчас в этом месте у меня скрутка склеена вот здесь. То есть уже точно наращивание нужно делать заранее. Опять вынимаю. Вот в таком положении ее фиксирую. Делаю срез вовнутрь. Заостряю его. И очень аккуратно наращиваю. Зажимаю вместе наращивание и аккуратно завожу за стойку и плету дальше. После того, как проплела первые ряды по периметру своей корзины, подошла к первоначальным стойкам, переходы делать здесь не требуется. Просто продолжаю плетение дальше. Делаю виточки и плету необходимое количество рядов. Второй раз проплела весь периметр 4 рабочими трубочками, подошла к первоначальным стойкам. Вот они, 1, 2, 3, 4. Обвела их виточками, точно по рисунку. И, в принципе, на этом можно было закончить и переходить на плетение другого рисунка, узора. Но мне не хватает одного ряда, еще одной трубочкой плетения по задумке, по высоте. И поэтому я крайней правой рабочей трубочкой проплету еще один ряд таким же узором. А вот эти рабочие трубочки просто выведу следующим образом. И уже проплетя последний ряд, выведу последнюю рабочую трубочку, получается, вот из-за этой стойки. Делаю последний виточек и вывожу рабочую трубочку из-за стойки. У меня получается 1, 2, 3, 4. С этих стоек я начала плетение, а закончила немножко со сдвигом. Но повторюсь, да, из-за того, что мне пришлось проплетать ряд одной трубочкой дополнительно. Просто я объясняю, чтобы у вас не было вопросов, не оставалось. Теперь так, мне нужно нарастить вот эти 2 рабочие трубочки. Далее я продолжу плетение снова веревочкой из 3. И таким узором тройной веревочки я проплету ровно 2 рядочка. Так, вывожу. 1, 2, 3 рабочие трубочки. Все. Продолжаю плетение. Беру левую крайнюю, через 2 за 3-ю вывожу. Здесь у меня сейчас еще одна рабочая трубочка выходит. Я ее сразу, чтобы не ошибиться, подрежу. И продолжаю через 2 за 3-ю. Нарастила рабочие трубочки. Смотрите, вот этот 4-й хвостик, он у меня торчит. Я сейчас аккуратненько его припрячу. Для этого он, видите, выходит у меня немножко за стойку по длине. Я его прям подрезаю, чтобы он слегка-слегка выходил за стойку. И сейчас припрячу его плетение, так чтобы вам понятно. Вот рабочая трубочка пошла, закрываю, раз, аккуратненько стараюсь прикрыть этот хвостик плетением. Вот. Ну и дальше продолжаю плести. Встретимся через пару рядов. Не забывайте делать переходы на первоначальных стойках.
Заканчиваю, закрываю плетение второго ряда тройной веревочки. Делаю переход. Сейчас я буду переходить на узор ситец, и предварительно по всему периметру я плетение свое промерила и выровняла его, потому что все равно кое-где получились перепады. Так, подставляю дополнительно 4-ю рабочую трубочку. Промяла, подрезала, нанесла капельку клея и ввела 4-ю рабочую трубочку. Если вам тяжело плести вдогонку сразу 4 ситец, то 1 рабочую трубочку можно припрятать. Так, ситец также плетется четным количеством рабочих трубочек на четном количестве стоек. Ну и продолжаю плетение с правой крайней рабочей трубочки. Огибаю одну стойку, завожу за следующую. Опять через одну за следующую, через одну за следующую. Ну и таким образом я проплету необходимое количество рядов. Переходы также при плетении узором ситец не требуются. Встретимся очень скоро. Исправляя свой недочет, не показала вам, как поступить в тот момент, когда мы закончили плетение узора витками, да. Я же проплела последний дополнительный ряд и немножко сместила вывод рабочих трубочек. Вот. Как вы помните, получалось вот так: раз, два, три, 4 последние стойки. На них мы сделали последние витки. Прям за ними также можно нарастить рабочие трубочки, 3 штуки. Далее же я стала проплетать тройной веревочкой. В общем, все, как я вам показывала, продолжаем плести. 4-ю рабочую трубочку также можно припрятать в плетение. Проплела необходимое количество рядов узором ситец, и сейчас мне нужно перейти вновь на узор тройная веревочка. Мне понадобится проплести узором тройная веревочка 2 ряда. У меня здесь внизу 1, 2, 3 ряда. Я таким же образом буду завершать свое плетение. 2 ряда проплету тройной веревочкой, и загибка тоже будет имитация тройная веревочка. Получится как бы 3 полных ряда. Ну все, приступаем к последнему рывку. 1, 2 за 3. 1, 2 за 3. Здесь также трубочку можно припрятать в плетение, как я и показывала ранее. Ой. Так, ну и все. Как всегда, не забывайте делать переходы. И забыла вам сказать, перед тем, как приступить к уплетанию вновь тройной веревочки, я обязательно вновь все промерила при помощи рулетки, чтобы по всему периметру у меня была одинаковая высота. Проплела 2-й ряд, и теперь нужно нам закрыть плетение. Беру правую крайнюю трубочку рабочую, 1, 2, перед нужной стойкой делаю подгиб, ее проминаю рабочую трубочку, завожу за стойку и расширяю пространство немножко в последнем ряду, вставляю, вывожу наружу эту трубочку очень аккуратно. Вывела, сильно не тяну, пока буду укладывать. Опять крайнюю правую беру, через 2 за 3. Подогнула перед стойкой, слегка промяла, завела за стойку, образовала петельку. Трубочки у меня немножко влажноватые чересчур, пришлось докрашивать, не хватило. Так, аккуратно провожу, слегка подтягиваю, все поправляю, и теперь последнюю. Так, 1, 2 за 3. Здесь она длинная у меня, я ее укорочу. Вставляю небольшой хвостик
И также вывожу сквозь последний ряд. Вот так. Все у меня. Когда трубочки сильно очень влажные, это тоже плохо. Верхний слой, он начинает махриться, заламываться. Когда они пересушенные, плохо. И когда они сильно увлажненные, тоже плохо. Имейте это в виду. Так, подтягиваю аккуратно все. Выравниваю. В таком положении трубочки я пока оставляю, не обрезаю их, обрежу после того, как сделаю загибку. Загибку я буду делать методом подстановки новых трубочек. Для этого обрезаю стойки, которые у меня уже очень сухие, поэтому я не использую свой нежный секатор. Беру более мощные, такие садовые ножницы. Чик-чик. Все, обрезаю по периметру все стойки. Для загибки беру трубочки влажные, отрезаю мягкие концы и обязательно прокапываю эти места, которыми буду подставлять в плетение клеем. Промазала. Расширяю пространство слева от стойки, не очень глубоко. Нам важно вставить эту трубочку таким образом, чтобы она не ушла ниже вот этих двух проплетенных рядов. То есть они как бы скрывают нашу трубочку. И так по всему периметру. Ну что, корзинка моя готова. На этом можно остановиться, дать ей просохнуть, на ночь оставить. И затем уже с утра снаружи покрыть лаком. Опять дать высохнуть, только после этого вынимать форму. Я так обычно поступаю. Я же сейчас буду покрывать патиной нижнюю часть изделия. Да, у меня такая задумка на моих изделиях. Вы можете этого не делать, но я решила все-таки снять этот процесс, как это обычно происходит. Вот у меня обычная кисточка. Обязательно я немножко перемешиваю эмаль акриловую. У меня для радиаторов фирмы Prestige. Термостойкая. Так, уже поиспачкалась. В общем, немножко совсем беру, прикрываю крышечку и прям на этой же крышечке размазываю. То есть убираю излишки. Мне прям нужно еле-еле, чтобы на кисточке оставалось этой эмали. Так, ну и все. И начинаю
просто потеновать. Раньше я использовала спонжик, губку. В общем-то, забивается в плетении забивается раствор, сама эмаль. И не очень хорошо это выглядит. Все равно приходится прибегать к кисточке, чтобы убрать все излишки. Так я наношу какой-то слой, да, жирный, и затем просто его разношу кистью. Также можно, чтобы не так выраженным был белый цвет, разбавить эмаль отдельно с лаком обычным и покрыть опять покрыть патиной, запатиновать. Правильно я говорю, неправильно. В общем, сделать красивый оттенок. На самом деле можно его сделать не только белым, добавить, допустим, в эмаль для радиаторов ту же морилку или, допустим, какой-то колер. Можно также сделать оттенок, добавить в лак для, ну, уже для покрытия, да, какую-нибудь морилку. В общем, это все игра фантазии. Все, собаки мои опять разгавкались. Хочу быстренько добавить, если вы не хотите, чтобы сильно выражено было покрытие патины, то тогда покройте сначала корзинку лаком, и только после этого возьмите эмаль для радиаторов, разбавьте также ее с лаком и уже нанесите. Тогда будет очень бледно выделяться патина и не сильно бросаться в глаза. Я на этом с вами прощаюсь. Друзья, спасибо всем огромное за просмотр. Спасибо вам огромное за ваши комментарии, за поддержку. До новых встреч. Скоро увидимся. И пока-пока.